Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор, ведущий этого канала, я ведический астролог. И сегодня у нас с вами уже прогноз на январь 2026 года для овнов, восходящих в первую очередь, для лунных овнов. Но и под каждым видео пересчитаны даты, в которые Солнце было в тех или иных знаках зодиака, поэтому если вы не знаете точное время своего рождения, вы можете смотреть видео по дате своего рождения. Ну а если вы знаете точное время своего рождения, либо хотите, чтобы прогноз был более точным, но не знаете время своего рождения, все равно постройте свой гороскоп на то время, которое вам известно, по видеоинструкции, ссылка на которую у вас сейчас появится в правом верхнем углу, и посмотрите свой восходящий знак, знак зодиака своей Луны. Для восходящего знака, для знака Луны прогнозы работают лучше всего. Но для солнечного знака тоже, в принципе, неплохо в тех случаях, когда вы не можете разобраться. Ну и вообще, если вы не можете разобраться, для какого знака вам смотреть видео, то вы можете всегда писать в комментариях под видео дату, точное время и место вашего рождения, и я построю ваш гороскоп и подскажу, для какого знака вам смотреть видео, прогнозы на этом канале. Ссылка на эту видеоинструкцию будет также в описании, в комментариях к этому видео, в описании комментариев к этому видео всегда есть ссылка на мой сайт, где можно записаться ко мне на курс по ведической астрологии, либо на курс по тоже ведической астрологии Чардаш, это уже для более продвинутого уровня изучения астрологии, либо на составление личного гороскопа. И теперь давайте говорить о тенденциях, которые нам обещает январь в 2026 году Овнам. Первое январское событие — это у нас полнолуние в вашем третьем доме гороскопа. Полнолуние — это завершение чего-либо. А третий дом гороскопа — это дом документов, дом братьев и сестер, дом друзей, дом хобби, дом коротких поездок, контактов, коммуникаций, социальных сетей, вещей, гаджетов, телефонов и так далее. Полнолуние в третьем доме гороскопа зачастую дает встречу с братьями и сестрами, какую-то короткую поездку. Короткая поездка — это поездка на небольшое расстояние, например, из города в город, либо поездка длительностью один день, например, 2 дня, то есть не продолжительная. Также полнолуние в третьем доме гороскопа может давать такой результат, как завершение какого-то процесса по документам, получение какого-то важного документа, окончание обучения, окончание какого-то хобби, ну и встреча с друзьями, братьями и сестрами, как я уже сказала, смена гаджетов, например, поменяли телефон, поменяли компьютер. По мелким событиям, допустим, даже закончили читать какую-то книгу, это тоже может быть результатом полнолуния, потому что оно не всегда дает значительные какие-то события. И я напомню, что в январь мы вошли со скоплением планет в знаке зодиака Стрелец. Это ваш девятый дом гороскопа. Марс, Солнце, Венера, Меркурий у нас находятся на начало января в вашем девятом доме гороскопа. И в январе эта картинка начинает меняться, и это скопление планет будет постепенно переходить в ваш десятый дом гороскопа, будет смещать фокус. То есть если фокус был на доме гороскопа, который отвечает за отца, учителя, руководителя, за высшее образование, за религию, философию, за вышестоящие инстанции, за разную бюрократию, то сейчас у нас фокус смещается. 13 января в 10 дом гороскопа заходит Венера и будет там по 5 февраля. Значит, повторюсь, 10 дом гороскопа, в который сейчас будут заходить планеты постепенно, это дом статуса, дом карьеры, дом репутации, дом, который дает нам какие-то официальные процедуры, получение официального статуса по различным аспектам нашей жизни. И вхождение Венеры в 10 дом гороскопа — это период, когда вы можете получать статус, связанный с партнерством, либо с какой-то командой, в том числе с рабочим коллективом, например, переименование отдела или какое-то переформатирование отдела, в котором вы работаете. Но также эта Венера указывает на то, что вы можете деньги вкладывать в ваш статус, то есть напрямую платить деньги, допустим, за оформление визы, за оформление каких-то официальных документов. Венера — это планета транспорта,
красоты, творчества, поэтому в работе тоже могут быть какие-то, если вы работаете, то могут быть какие-то такие события наподобие фотосессия, видеосъемка, какая-то презентация. А помимо этого может быть, например, получение какой-то рабочей униформы, что-то, какое-то взаимодействие с рабочим автомобилем, но и период для регистрации автомобиля, если у вас, допустим, куплен автомобиль, постановки на учет, тоже может давать такое Венера в 10-м доме гороскопа. В целом наводить красоту, порядок какой-то на рабочем месте, может быть, цветы, мебель, перестановка и так далее, и так далее. Но еще что немаловажно, Венера это, конечно, такая у нас немного ленивая планета, которая может давать желание больше наслаждаться и немного отлынивать от работы в какой-то степени, но еще если вы не работаете, то все равно у вас может смещаться фокус на общественные дела, на социальную реализацию, то есть может быть где-то вас привлекают в родительском комитете, или в каких-то общественных организациях к общественной деятельности. С 14 января по 13 февраля в этом же 10-м доме гороскопа будет находиться Солнце в компанию к Венеру Солнце. К Венере Солнце заходит. Значит, Солнце создает комбинацию на то, чтобы получать какое-то образование по работе. То есть могут быть на работе организованы какие-то курсы, какое-то обучение. Помимо этого, это успех детей, это перемены у детей, смена статуса у детей, если у вас есть дети, либо смена статуса какого-то по учебе. В некоторых случаях кому-то из овнов такая комбинация может давать смену работы, отпуск. Вообще транзит Солнца по 10-му дому гороскопа, если вы, например, ищете работу, то это прекрасное время для того, чтобы ее искать. И могут появиться какие-то хорошие предложения по работе, потому что Солнце проясняет какие-то вопросы, связанные с работой. Но также, опять же, участие в каких-то общественных мероприятиях, даже если вы не работаете, какое-то внимание к вашему статусу, к вашей карьере, к вашему общественному проявлению, к вашей репутации тоже может быть по этим транзитам. С 16 января по 23 февраля туда же в 10-й дом гороскопа заходит управитель всего вашего гороскопа Марс. И это прямое указание на то, что мы направлены на решение вопросов, связанных со статусом, карьерой и репутацией. Марс может вносить, конечно, какие-то нотки скандальности, нотки каких-то разборок, необходимости отстаивать свое право, свой статус, свою репутацию. Поэтому в целом может быть даже актуальная рекомендация в некоторых вопросах держать язык за зубами, либо вести себя так, чтобы не прикопаться, потому что как будто бы именно к вашему общественному проявлению, к тому, как вы ведете себя на публике в обществе, приковано внимание. Марс вносит еще также такие тенденции. Очень сильное желание, может быть, у некоторых овнов по этим транзитам, в первую очередь по транзиту Марса, уволиться. В работе могут всплывать разные подковерные игры, разные истории. Могут быть также в работе такие истории, что, допустим, меняется рабочий кабинет, меняется рабочий офис. Вы как-то можете активно участвовать в вопросах переездов рабочих, в вопросах перестановок рабочих. И транзит Марса по 10-му дому гороскопа это еще хорошее время для того, чтобы получать официальный статус по имуществу недвижимому, по земле, по квартире и так далее. С 17 января по 3 февраля в 10-й дом гороскопа заходит еще и Меркурий. И Меркурий создает очень простую на самом деле комбинацию подписания и переподписания контрактов, если вы работаете. У некоторых овнов это может быть поступление на службу, но служба не обязательно государственная, она может быть в целом какая-то служба. И есть еще тенденция на то, что могут какие-то ошибки в работе всплывать, и вам нужно будет эти ошибки исправлять. Помимо прочего, транзит Меркурия по 10-му дому гороскопа – это период, когда вы можете
в работе много работать руками. То есть вы, например, руками в работе не работаете, но могут быть какие-то истории, когда вам нужно поработать руками, либо когда ваше хобби нужно подключить к работе, ваши увлечения. Может быть, много новых инструкций, много новых знаний в этот период по работе. Если вы не работаете, то это опять же какая-то общественная деятельность, которая может вас привлекать в этот период времени, и вы тоже можете активно участвовать как курьер, как представитель, как человек, которому нужно что-то рассказать. В том числе вы можете рассказывать активно про свой статус, про какие-то свои общественные дела, про свои какие-то достижения, может быть. Также в целом, опять же, Меркурий тоже дает хорошую такую тенденцию на то, чтобы переговаривать, обсуждать работу, переговаривать, обсуждать вопросы получения статуса, вопросы получения паспорта, визы. В этот период вы можете получать вот тоже паспорта, визы, официальные документы на имя какое-то, на смену фамилии. И для поиска работы тоже очень хороший транзит, как и Солнце по 10-му дому гороскопа. В целом вот эти вот транзиты, они очень хороши для поиска работы, если для вас это актуально. И 18 января будет новолуние в 10-м доме гороскопа. Новолуние как раз и указывает на то, что в этот период у вас меняется должность, либо меняется работа, либо вы получаете новый документ, паспорт, визу, вид на жительство, гражданство, свидетельство о браке, может быть, свидетельство пенсионное удостоверение, свидетельство студента и все в таком роде. То есть получение какого-то нового официального статуса, либо новой должности в работе, либо новой работы для вас это по новолунию в 10-м доме гороскопа в январе. Ну и, в общем-то, все. Такие не очень большие перемены у нас происходят в январе, не так много смен, и фокус в целом на один дом гороскопа, на одну сферу жизни. По сути, у нас всегда эта ось действует, то есть у нас 10-й дом гороскопа — это работа, статус, плюс дом, то есть у вас получается дом, работа, такие вот основные фокусы месяца, и очень получается активная занятость. Кстати, еще, может быть, я забыла сказать, по Марсу проживание не дома, в гостях, вот этот транзит Марса по 10-му дому гороскопа, он еще может давать какое-то посещение гостиниц, в гости поехать у кого-то пожить, тоже такое может быть. Итак, на этом наш прогноз на январь для овнов завершен. Я благодарю вас за поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев и обратной связи. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, это очень важно. Тем более в последнее время YouTube очень-очень-очень плохо продвигает видео. И я надеюсь на вашу помощь и поддержку. И если вы не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.